Всем привет! Разбираем создание эффекта свечения неона. Может показаться, что это очень тяжело сделать. Если вы знаете основы, от чего человек воспринимает изображение как свечение, становится понятно, как разложить поэтапно создание таких эффектов. Первично зрение человека воспринимает свечение только при контрасте изображений. Помимо этого, любое свечение, не только неоновое, воспринимается, если будет наложено несколько размытых теней друг на друга одного цветового тона, отличающиеся яркостью. Самый простой вариант, если взять объект, наложить на него градиент от белого к выбранному цвету с четкой границей. В текущем варианте синий и потом добавить несколько теней. Минимально должно быть 3-4 перехода яркости. Более яркое к центру объекта и постепенно рассеивается от объекта. Лучше сделать градиент в обе стороны. Тогда не придется дублировать объект, его отражать по горизонтали и накладывать тень на фрейм. Все это создаем на темном фоне, лучше черном. В дальнейшем можно будет сменить, а при создании так будет проще видеть, как накладываются тени. После простого примера переходим к созданию нашей кнопки для пунктов меню. Так как элементов будет много, то договоримся по этапу описания. Первый элемент идет ближе к зрителю, и под него подкладываем каждый новый элемент. Создадим прямоугольник без оливки с рамкой. Цвет рамки белый, это наш свечащий элемент. Добавим к нему тень, без смещений и размытия, размером чуть больше, чем рамка. Получилась лампа со стеклом. Скопируем этот элемент. Изменим толщину рамки на 1 пиксель. И добавляем эффект размытия на троечку. Ближайшее свечение. Копируем элемент, увеличиваем размер и толщину рамки. Меняем цвет на тот, которым хотим сделать свечение, в текущем случае синий. Делаем прозрачность в 60%. Проверили размытие элемента на 3 единицы. Повторяем опять то же самое. Копируем, увеличиваем размер и толщину рамки. Меняем цвет на более светлый в этом же цветовом тоне. Увеличиваем прозрачность до 50%. Делаем размытие еще сильнее на единичку. Осталось добавить фоновое свечение, самое большое, бледное и размытое. Для этого скопируем наш элемент, увеличим значительно его размеры, увеличим прозрачность до 40%. Также самое главное, меняем размытие аж до 50 единиц. Отлично, свечение кнопки сделали. Теперь превратим элемент в кнопку. Для этого нужно добавить внутрь нашего объекта перед общим свечением фоновую подложку. Сделаем ее белого цвета, а также блок текста и заготовку под иконку.
Преобразуем весь элемент в компонент, для того, чтобы изменения в одном месте отображались везде. Теперь собираем саму форму меню, просто скопировав необходимое количество раз нашу кнопку. Повернем в группу, после чего группу преобразуем в фрейм. К нему добавим тень, сильно размытую. Увеличиваем фрейм, зажав Alt. Тогда будет увеличиваться рамка пропорционально во все стороны. Выделив все наши кнопки, выравниваем по центру и делаем равномерное распределение элементов. Не забываем, для всех действий есть быстрые клавиши. Поменял текст в кнопках. Скорость, волшебство монтажа видео. Не хватает кнопки закрытия окна. Рисуем простую в стиле прозрачного стекла. Окружности внутри два друг друга пересекающих прямоугольника с закругленными краями. Создадим окружность. Сделаем цвет заливки белый. Уберем прозрачность на 20%. Добавляем белую обводку. В прошлый раз делали радиальную градиентную заливку. В этот раз покажу еще один вариант – добиться объема. Для этого объединим все в одну группу. Сделаем внутреннюю тень на группе. Так она будет начинаться с внешнего края рамки, а не с внутренней стороны. Тень добавляется отдельно с каждой стороны. Это действие выполнить 4 раза. Кнопка выхода готова. Теперь нужно проработать задний фон. На самый задний план добавим текстуру стены, чтобы передать колорит свечения неоновых вывесок. Сделаем умножение картинки умножением. Этот заменит самые яркие пиксели картинки на цвет заливки фрейма. То есть картинка станет синевата. Теперь, зная, что свечение воспринимает только на контрасте, сделаем по краям черный, плавно рассеивающийся от центра. Воспользуемся радиальной заливкой от белого к черному. Способ наложения слоя оверлой, перекрытие для самых светлых и темных пикселей. Он заменен на цвет заливки. Скопируем этот слой, только сделаем стопроцентную заливку и сдвинем переход белого к черному, а также превратим окружность в овал. На этом видео подошло к концу. Остались вопросы? Задавайте в комментариях. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!